Здравствуйте, друзья! С вами Мария Ветер, и сегодня у нас в гостях... Акаша, Лиза, диалоги по любви, человек, которого я очень люблю. И с человеком, который несет в этот мир, скажем так, через которого несется знание, мне кажется, самое главное, самое важное, которое должен плохое слово, которое я желаю раскрыть каждому или хотя бы соприкоснуться. Вот. Есть такие страшные слова: пробуждение, просветление, дхарма, карма. И сейчас я хочу об этом поговорить с реализованным явлением, с мастером Адвайты. Лиза сейчас проводит сатсанги. Вы можете прийти, почувствовать, побыть в присутствии, соприкоснуться с собой, если у вас достаточно намерения, скажем так, достаточно устремленности, и вы не боитесь в какой-то степени умирать в себе. Я не знаю, я правильно говорю? Ладно, расскажи нам, пожалуйста. Я понимаю, что это не такой формат, как обычно, да, на сатсанге. Расскажи, пожалуйста, что такое пробуждение? Начнем с этого. Что такое пробуждение? Погромче, потому что нас очень далеко. Хорошо. Что такое пробуждение? Пробуждение – это когда мы вдруг резко понимаем, что мы далеко не человек, что мы нечто большее, что мы сознание. И мы переживаем себя в форме человека, у которого есть какие-то привычки, есть какие-то предпочтения, есть то, что ему нравится, то, что не нравится, то, что он любит и не любит. И пробуждение происходит тогда, когда мы хотим самоисследовать себя, самоисследовать свою суть, того, кто мы и что мы есть. Когда мы направляем вопрос вовнутрь, получается. Да, вопрос, кто я. Вопрос, кто я. При определенном самоисследовании может случиться такое явление, как пробуждение. Сознание. Это то, когда ты больше не отождествляешь себя ни с мыслями, ни с чувствами, ни с телом, ни с образом, ни с личностью. Да, это может быть частично или полностью. При этом ты не ощущаешь пока масштаба того, насколько ты Целостности не ощущаешь полной, да? Да, насколько ты велик, насколько ты не имеешь границ, насколько все, что ты видишь, включено также в тебя, как и твои мысли, и твое тело, и твои чувства, и все твои переживания. А просветление или реализация — это одно и то же? Много на этот счет разных мнений, все говорят по-разному. Если по-простому сказать, что отчет вот этой глубины, просто это более глубокое состояние, когда ты начинаешь переживать себя как настоящий момент. Тотально. Да, это, можно сказать, только начало того познания себя, более истинной, явной картины, как обстоят дела, более глубокое познание себя, где только начинается путь в глубины твоего существа. Если мы обратим ветер, то есть возьмем, поговорим на языке, что есть как бы
есть вот, скажем, проявление, то есть меня здесь как маленькое что-то, да? Ну, то есть вот, скажем так, вот тело, да, у меня есть мысли, у меня есть эмоции, есть чувства, да, и есть точка, откуда я наблюдаю. Наблюдатель, есть наблюдатель. Правильно? И если мы говорим о пробуждении, то это значит тот момент, когда я осознала себя как наблюдателя. Да, как наблюдателя, когда твое внимание узнало себя как того, кто наблюдает. То есть просто после такого разлипания тебя и ума. Если до этого жили, да, и верили в то, что мы и есть само, которое бесконечно работает, мы постоянно в нем копошились, что-то там искали, пытались ответить на вопросы, то тут это просто подобно разлипанию, как бывает приблизительно, отличить от стола, да. Здесь то же самое. Это может произойти мгновенно. Ты вдруг видишь, оказывается, что ты никогда этим не был, что это является лишь твоими проявлениями, и что ты свободен от этой действительности. Ты есть просто вот тот, кто ты есть, кем ты будешь всегда. Но теперь просто ничто не может сковывать и управлять тобой. И ты встаешь в позицию наблюдения за всеми твоими проявлениями, которые с тобой происходят. Что такое интеграция в таком случае? Ну, проще слово найти какое-то. Я не знаю слова проще. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, когда вот у нас получается вот оно сознание, да, оно как бы наблюдение, оно происходит некая трансформация же, оно происходит вот это вот очищение сознания, очищение, то есть, скажем, для меня это процесс, ну ты знаешь, у меня уже какой-то срок, да, это время, и для меня это процесс, то есть я осознала себя уже много лет назад, и как бы была какой-то определенной псевдоанальгия, скажем так, а может быть нет, я не знаю. И это не важно сейчас. Но для меня это превратилось в процесс. Я понимаю, что в этом процессе можно залипнуть, и поэтому я общаюсь с мастерами, я слушаю лекции, и я понимаю, что мне ничего больше, в принципе, по-честному, это не интересно. Но есть мир, жизнь материальный, который должен быть в норме, и он как бы в норме, да, ну это на уровне того, что, то есть там аспект материально закрыт, аспект здоровья как-то закрыт, поддерживается, но вот как бы основное то, что я вижу, то есть что в сознании искажает вот эту простоту внутри сознания. Сначала я вообще не разделяла себя с другими вообще, то есть у меня было, не было вообще наблюдателя даже. Ни меня, ни наблюдателя, я не знаю, что это было, в общем, никого не было. Сейчас я стала как бы вот через взаимодействие с учителями, с собой, с пространством как-то вот нащупывать, что здесь и как. Но я понимаю, что вот эти вот вещи сознания, которые происходят из каких-то травм, не знаю, заблуждений, проявляется как искажение. Если там очень сильно в психологию удариться, можно еще надолго это стянуть, еще больше это все. Но, может быть, каким-то людям это и актуально. Вот. Вопрос интеграции. Да, вот именно вот очищение, освобождение от вот этих вот искажений. Да, этот процесс постепенный, и пробуждение, оно может быть частичное или полное, по-разному. И очень много тонких вещей, с которыми мы, человек, да, с которыми человеческая форма может отождествляться и быть уверенным в том, что что-то может быть завершено. Завершения вообще в принципе нет.
Но когда ты узнаешь себя, когда ты узнаешь свою суть, это единственное, что никогда не поменяется. Даже в тот момент, когда это раскроется как огромный, невероятный, непостижимый настоящий момент, в котором все происходит, оно все равно не поменяется. Это единственная суть, в которой происходит просто самопознание самой себя через то, что мы видим проявленное, да, то, что мы называем миром. И если мы остаемся верны своим вниманием к своей сути, когда мы ее узнаем полностью, выпадаем именно в свою суть, да, не в осознанность, не наблюдатель, потому что все-таки наблюдатель, это мы условно берем этот вектор, да, наблюдение. Наблюдение может быть абсолютно каким-то черствым, холодным, да, просто это осознанность, относиться это к осознанности. Вот. Но то, что мы есть, оно скрыто под «я», да? То, что мы есть, это сердце. И это живое, и любящее, и слова заканчиваются там, где начинается наше сердце. И вот если происходит попадание в это сердце, то тогда вероятность вот этих вот влипаний в какие-то отождествленности, пока идет процесс трансформации, он мал. Потому что если, например, мы находим себя просто как некого наблюдателя, как осознанного, да, то мы уже находимся в отождествленности. Мы интуитивно будем хотеть еще что-то найти, потому что мы не замечаем в этом состоянии глубину себя. Потому что мы своим вниманием словно плывем на поверхности осознанности и не смотрим свои чувства. Поэтому этот процесс трансформации может быть сложен, и могут быть выпадения различного характера туда-сюда, как раз таки вот поэтому. Потому что непознана именно глубина нашей сущности, какова она. Давай задам матричный вопрос. Сейчас. А как же война на планете Земля? Она происходит почему? Специально для тех, кто любит задавать такие вопросы. Как же война? До сатсангов они не доходят. Ну, это же, понимаешь, это уже написано всеми, я сейчас буду повторяться. Потому что нужно выяснить, есть ли война, умирает ли кто-либо. Нужно увидеть это все на опыте. Действительно ли так происходит? Действительно ли вообще вот мы с тобой существуем настолько, насколько мы привыкли это воспринимать? И есть ли вообще смерть? Война — это просто явление, как, например, есть гром. Точно так же существует война. Но точно так же существует для чего-то сознание. Потому что сознание — это мудрость. Просто когда ты знаешь на опыте, что никто не умирает, в этом нет проблем. Ты сострадаешь. Конечно, наша суть — это свет и любовь. Мы должны стремиться всегда к этому. Когда мы развиваем себя, тогда такое явление, как война. Когда сознание человеческих форм появляется, когда ты сам себя убиваешь. Начинаешь уничтожать. Потому что, чувствуешь, и автоматически тебе больно, потому что это просто. Но эта война сейчас одновременно происходит внутри каждого, большинства людей, по сути. То есть главную войну, которую мы должны прекратить, можно. Как вот правильно? Мы не должны прекратить войну, мы должны обратиться сами к себе внутрь и неустанно смотреть, что с нами происходит. Неустанно искать источник всей этой жизни внутри нас самих. Ну, источник этой жизни — это я. Да, мы должны не в словах это, да, а в прямом переживании постичь это.
И только тогда мы увидим, что Так мы же то, разговаривали, что видишь, смотрит отсюда, смотрит и он отсюда. сразу останется. И мы с тобой одно, соответственно, тогда прекратятся все деления, тогда прекратятся все войны, тогда все это прекратится, потому что все это начинается только от обращения, от незнания того, Потому что я думаю, что ты Охрану предупредили, чтобы машину запустили. да. Уже. Ну, в общем, вот от этих вот всех мыслей. Я народ которые не по никак. сути, Если бы хотя бы являются раз, значением. да, и война идет в сердца людей сейчас. И кто во что гораздо. ну, 8 часов они... Того, в общем-то, жизнь будет преподносить то, что он хочет. Да, я сейчас просто скажу, чтобы не... Поэтому единственное, чего мы вообще все можем искать, это только любви и понимания Ну, друг ну, друга. ничего. Только это ценно. И ценность в каких-то простых вещах. В дружбе, да, в чем-то очень обычном, чтобы что-то обычное стало совсем необычным. Потому что все остальное в истории человечества уже было понятно, что оно ничего не принесло никому. Ни славы, ни какие-то завоевания, ни что-то еще такое, где какой-то народ или человек, неважно, один или целая нация хочет заполучить себе. Ничего хорошего не случилось от этой борьбы с самим собой. И когда мы покидаем наши тела, мы ничего с собой не берем, кроме того, что у нас внутри. Соответственно, зачем тратить на это время, зачем тратить на это Зачем свою жизнь? держать это внутри? Да, зачем вообще этим всем заниматься, если все равно это в пустоту все улетает. Поэтому люди, обращаемся к вам. Найдите себя, ищите любовь. Будьте настоящими, искренними. Знайте, что из этого мира вы не сможете унести. Поэтому не тратьте попусту время. Пусть ваши сердца откроются. И вы постигнете кровь. Все мы будем любить друг друга. Просто любить. И из этого получится прекрасный мир. Мне так кажется. Мне кажется, уже получается. Просто Дай Бог. все остальное. Благодарю. Мы уложились в 17 минут, у нас еще есть 13 минут. Давай, Что еще сказать-то такого-то самого главного, кроме любви? Все, я уже вся в любви, ребят. У меня нет вопросов. Просто я смотрю в ее глаза и, и все. Вот. Задам сейчас вопрос, который я задавала себе первое время, и то, от чего меня, то, за что меня цеплял лучший друг, и тащил с сатсанга куда-нибудь подальше погулять. Вот. Это, почему вот рядом с мастером я чувствую любовь, я расцветаю, ухожу, опять забываю. Это наркомания, что то же самое. Ты понимаешь? Да это все то же самое. Обесценивает этот опыт и уводит. Расскажи, пожалуйста, со временем, конечно, ты понимаешь, ты начинаешь чувствовать, что ой, я лучше на сатсанг пойду, или я лучше буду поддерживать это поле, стараться. Да? У меня вообще дико ассурическое вообще сознание. Я прошла, по-моему. Нумерология все объясняет. Тебя вылечу. Его вылечим, и тебя вылечим. Вот. Почему так происходит? Почему с мастером? Почему нельзя и все? Потому что ты не хочешь, чтобы было вот так. Потому что части. Да, потому что ты сам не хочешь. Потому что не зря веками выстраивались традиции, не зря веками выстраивались учения. Вся эта, на самом деле, галиматья была исключительно для ума. Потому что, как ты правильно сказала, ум все время все затирает, он все обесценивает. И для этого
люди, которые находились, можно так сказать, в просветленном состоянии сознания, придумывали это все, пытались структурировать, будучи единым, для того, чтобы была возможность помочь другим формам самого себя, привести тебя в это же состояние. И это происходит постепенно, потому что когда ты омрачен своими желаниями, своими потребностями, верой в то, что твое счастье зависит от каких-то определенных критериев, каких-то событий в жизни, которые случаются, ты неизбежно будешь по привычке, как в снежном коме, кататься и все время... Пытаться что-то в свою жизнь, что-то вот это вот что-то вот сделать здесь как бы. Да, и ты будешь обесценивать сатсанг или что-то еще. Дело не в наркомании. Действительно, когда ты приходишь там к учителю, ты просто как при эмпатии, да, чувствуешь то, что передает учитель, и все. Можно так сказать, учитель. Или просто сказать человек, который находится в этом состоянии. Скажем так, учитель это, если грубому, то есть учитель это тот же я. Ну, конечно. Только в другой форме. И я так смотрю на сознание, вот, сквозь вот эту всю мозаику, я понимаю, что у Маши вот именно такой учитель. И я думаю, боже мой, это же до чего надо было, это как Бог должен был любить, чтобы даже вот так уже сделать, чтобы мы там, то есть, допустим, травма, то есть нету доверия к мужчинам, есть определенные страхи, основанные на отношениях с мужчиной. То есть здесь в сознании уже появились и женщины просветленные, в поле сознания есть женщины просветленные, есть мастера, и то есть есть даже Лиза, маленькая, красивая, хрупкая, которая просто, уже вот, то есть я понимаю, что одновременно, вот, то есть до слез трогательно, как это все вот разворачивает, как Бог любит вот всеми вот просто уже. И вот когда это включается, скажем так, я это называю 4-е измерение, то есть потому что мне близко, мне понятно, я сейчас тоже структурирую, по сути, все это в себе сейчас пока что. И частично делюсь своим опытом, где я уже как-то разобралась. Мне близко вот эта семицентровая система, как бы, понимания. И я как бы 4-е измерение, потому что 4-е это сердце, да, то есть 4-е измерение это как бы здесь, и одновременно ты начинаешь распахиваться вот это пространство, когда ты видишь, что все с тобой говорит, какие-то надписи там, и все вот тебе все время указывает на вот это вот, на сердце, на то, что это ты, на то, что вот, то есть, и в один момент ты видишь это, в другой момент ты не видишь это, и даже когда приходишь на сатсанг, иногда можно, как все-таки оставаться и как правильно идти на сатсанг, скажем так. Зачем приходить на сатсанг? Еще раз. На сатсанг просто нужно прийти открыто, просто настоящим, искренним. Для того, чтобы ты просто что-то почувствовал, какую-то глубину, без каких-либо попыток выделиться или привести, или доказать кому-то что-то. А вы рассказали на молитву? Просто прийти, потому что Один у нас первый, другой 17-й. неизбежно, понимаешь, себе У нас подавить проблема по одному взаимодействие с собой. собой. У вас нет такого? Поэтому За пределами сатсанга мы все же продолжаем проводить. Просто я потом выясню с вами, значит, у меня... То есть просто, в смотрите, принципе, я только не понимаю, если что говорить про ум, да? то можно дать команду, помнить, что ты сам с собой общаешься. Я просто думаю, можно какой-то период, Нет, у меня написано в моем заказе. Полный пенсион. как манtra. Это вот у меня написано. Я Хорошо, вышла, все у меня поняли. написано полный пенсион. Да, но Это кто будет? Ну ладно. это здесь вы приходите и Сейчас И где? Аптек вот это я ем? сам себе. А что я ем в обед, например, давно? в обед Давай ужин, поставим. в обед суп, там, Вы откуда приносите или что? ну да. Мне кажется, Так, у нас значит, мне нужно узнать должна это. будет новая записка в другой раз.
могу ли я свой полный пенсион отменить, а вот вместо этого сделать еще, добавить еще для двух просто Что такое медитация? А, нет. я не знаю, у нас одно, у нас втором номере Что есть такое карма? 17-го. Карма — это просто механизм внутри сознания автоматический, когда причинно-следственные связи. Потому что сколько я пыталась вам позвонить, если ничего не понятно, вообще кто-то мямлит что-то невнятное, подтверждают ой, с кем я только не вообще звонила. действия, Опять звонила. которые происходят с собой в этом, так скажем, контексте. Ну, вот это всё проверяла. Говорить, да? То есть и ты сам же порождаешь это все. И, в общем, Да, все хорошо, нарушится. сейчас это не важно. Карма — это сказать справедливый Я оставлю вас ссылку, это очень ценно, чтобы Причинно-следственная связь. поступки, которые формируют твое дальнейшее развитие как души. Снова и снова. А карма — это то же самое, только с плюсом. Карма — это больше, как сказать, такой закон. Это не закон нравственности, но можно сравнить как закон сердца, что ли, где нельзя допускать чего-то. 5 минут назад звонил Нет. Коля. Какого-либо рода предательства. Сказал, что машина приехала. Соблюдать. Просто рядом стоит. не в традиции, а в мире сейчас под кармой воспринимаются различные конкретные придуманные уже законы, и в разных направлениях они абсолютно разные. То есть люди начинают говорить, что это карма. Допустим, мы можем взять ведические традиции, да, там где один закон кармы. Допустим, в другой традиции другой закон. Они будут разниться. Но если мы в общем это берем, тогда можно сказать, что карма — это просто то, что где нет обмана сущности своей. Предательство. Вот это? Сущность. Сама себя как сущность, часть самого себя проявленного вообще. Нам покажете? Вот такой аспект. Ну, у вас там написано, что завтра пойдете, что когда я имею Самого себя как здесь, я предупреждала за ты не можешь, но ты чувствуешь просто ладно, где ты косячишь. Ну, когда ты открыл, кто-нибудь есть ответственный, я вот потому что молодой человек не уверен, потом приходила сюда женщина, которая завтра придет. Она спросила, они сказали, да, это закрыто. Кто это говорит? Я не пойму тогда, кто. Здесь вообще сколько у вас на карте? И что такое медитация? Сколько? Кто у вас отвечает за все это? Медитация — это просто когда мы разные не люди. спорим. Кто у вас отвечает вообще в целом? Чтобы мне не нервничать, чтобы мне не поднимать сегодня уже скандал. Чтобы мне не диалоги, которые вы почувствовали потом, когда я разговаривала, потому что у меня все зафиксировано. Чтобы я на них не жаловалась. Более правильно. Вот скажите, а вот когда она пришла, она сказала, вот у нас здесь что-то встреча. наблюдаем, это А больше здесь какая-то работа с потому что я вниманием, спросила, концентрация некая. они сказали, да, у нас есть. Сложная Вот нам придут завтра 8 человек. Здесь люди просто медитация, сидят. когда мы Я просто... же сказала, я же Ну, и изучила, есть я сама понимаю. медитация. Вот люди сидят, я же не могу сказать, что конечно. Вся наша жизнь должна Ну, вот. Я, например, а вот это, что это такое у вас просто так, да? полная Понял. Любасик. Ну что ты хватит меня снимать, не надо нас номер здесь. Вот здесь не живем. Ну это все называется, а мы не будем. Все равно. Стали первые 17 что, минут. хотите? Скажи, все, я уже все сказала. Нет, здесь мы ничего не будем. Ты дальше начала. Вот так. Веселое продолжение. Мне кажется, что мы никогда не закончим. Все будет только больше, интереснее, красивее. И благодарю, любви и ждем вас на сатсанги, на ретриты, на наши встречи с Лизой. Ну, в общем, люблю.